Так, ребят, началась КВшка, у меня есть 4 атаки, свои 4 атаки я сразу сделаю, посмотрим, что смогу закрыть за 4 атаки. Бить буду 18 ратуши, потому в этом ролике сразу покажу и свои атаки, и покажу результаты по КВшке, и вообще, что я думаю про наш баланс. Давайте сразу начну с первого номера. Расстановки я еще не видел, КВшка у нас только началась, еще никто даже атаки не делал. У меня наварено по армии всадники с драконами для глоба пока что, но я и в глобе атаки не делал еще. Глоб отдельно буду записывать, там у меня легенда третья, буду второй подниматься, отдельно будут ролики на канале. Так, посмотрим, из чего армию подредактируем. Вот, первая расстановка, что я могу сделать? Ну, либо сверху кидать стрелу с дюком вниз, забрать клановую крепость, но я что-то не уверен, заберу я башню возмездия или нет. Мне кажется, да, вот так, они рядышком стоят, тут впритык. Я смогу забрать и башню возмездия с этим, с источником, и с адской башни клановую крепость с монолитом. Попробуй, почему нет. Откуда буду кидать стрелу? Да, наверное, прямо с верхней стороны, вот там удобно будет закинуть. Дюка снизу, как стрелу сверху, тряски заранее. И уже посмотрим, что дальше пойдет. Армию менять не буду. Я думаю, мне эта армия, вот то, что есть, подойдет. Вообще ничего менять не буду в этой армии. Вот так и нападем, короче. Так, что делаем? Два тряса, еще два тряса. Дюк. Я, наверное, сначала увеличиваю, а потом королеву со стрелой. Смотрите, как клановую крепость вынес. Вынес. Молодец, молодец. Ладно, сейчас посмотрим, что будет. Вот, кстати, было бы неплохо мне поменять в этой атаке, как его, принца на короля. Потому что база, видите, какая. Король бы прям мог тут еще помочь забрать жирный кусок базы, наверное, или королеве, или этому, или дюку. Ну ладно, королеву немного спасем. Так, осадку слева закину. Хранителя до драконов. Дюк там справа живет, у него есть ресалка. По воздуху вообще там с правой стороны никто не стреляет, кажется. Единственное, что центр далековато. Королеву, кстати, все-таки и не спас. Ну ладно, давайте ПВОху заберу тут. И тут могу еще ПВОху забрать. Нормально. Не знаю сейчас, что будет с центром, посмотрим. Мне не нравится страж, он дамажит, неприятный такой чел. Так. Пока нормально. Никого не прожимаю, вообще ничего не делаю. Просто жду. Даже банки не особо надо тратить. И, ну, вообще бы не помешало, конечно. Давайте хотя бы деда прожму, что ли. Но пока не вижу в этом необходимости. Очень закину справа. Как бы тогда даже не знаю, у меня нет слов просто. Ну, конечно, расстановка такая себе, да, на самом-то деле. Но по поводу баланса у меня реально нет слов. Это просто чушь какая-то. Я еще принца не прожал, слушайте, вообще забыл за него тоже. За умение. Ну, трэш. Это трэш. И я, конечно, понимаю, что Supercell делает, чтобы игра была попроще, чтобы как можно больше людей хотели сделать там 18-ю ратушу, но даже рукожопы закрывать смогут 18 ратушу, вот, откровенно. Смотрим вторую базу, да, потом закину клановую крепость. Такая вот расстановка. Что я могу сделать? Опять же, стрелу закинуть либо через хижину Боба, да, через центр базы она, по идее, должна пролететь, кинуть подальше королеву. И да, я думаю, она пролетит прямо через центр, но надо убрать скважины Дарка, по-любому их убрать придется. Если есть Теслы какие-то, то их тоже надо будет выманить. Королева со стрелой через весь центр. Не знаю насчет клана крепости, но по идее может даже ее забрать. Либо с верхней стороны, но тогда не забираю, что не забираю. Либо через наискосок можно закинуть, тогда точно я забираю центр, но останется монолит. И база не поделится на две части. Давайте через домик строителя, че нет? Как бы он нормально тут стоит, еще королеву может далеко закинуть. Надо убрать две скважины Дарка и проверить базу на воздушные, на Теслы с левой стороны. Так, ребят, армию я переварил, второй номер, ну как сказать переварил. Я, короче, убрал дракончика, закинул, давайте покажу, убрал дракончика, закинул пару супергоблинов, все остальное осталось просто неизменным, вообще ничего не поменял. Так, что будем делать? Кидать тряски буду на монолит с башни возмездия и клановую крепость. Домик строителей есть возле клановой крепости, поэтому надо будет как-то быстро закинуть дюк и сразу угрожать.
Поэтому будем делать все быстро, но только после того, как почистим возле домиков строителя. Все остальное осталось непоменно. Моя стратегия вроде как не поменялась. Давайте так. Забираем 2 скважины Дарка. Посмотрим. Вроде ничего нет. Поэтому должно быть все как надо. Давайте, знаете, что закину. Сначала закину Дюка, потом закину раз, два, три. Прожимаю Дюка и прожимаю королеву. Супер. Смотрите, как получилось. Нормально? Нормально, я считаю. Так, пушку. И давайте сразу драконов. Вот прям сразу. Драконы-всадники. Хранитель. Принц. Тотемчик один. Осадку забыл. Ладно, королева опять у меня померла. Что-то мне не получается. Знаете, как королеву в живых постоянно оставить. Все время у меня умирает. Я не обратил внимания, что я против дуйки нападаю. Но я думаю, не страшно. Сейчас посмотрим, но думаю, нормально будет. Так, принц. Давайте так его прожмем, пока он в центр дамажит. Дюк еще живет. Думаю, недолго ему там осталось. Но армии много. Все. Так, прожимаем хранителя. Яд кидаем на стражу, чтобы медленнее дамажил. Клановая крепость еще не открылась. Кстати, там мне ребят в чате говорю, в ютубе предлагали брать в клановую крепость лаву ледяную вместо... У меня всадники на драконе в клановой крепости. Но по сложности игры, судя, то вообще не принципиально сейчас, что брать в клановую крепость. Вот вообще пофигу, если честно. Тут до конца атаки клановая крепость там может не открыться. Она, скорее всего, что открывается только из-за времени. Вот, ну, из-за времени действия иногда там осадки, знаете, как по времени открывается. Ну, что такое? Как бы 2 атаки и вообще никакого ощущения, что это даже стратегия, потому что, ну, как долго приходится думать, прежде чем как сделать атаку. Поэтому на стратегию не сильно игра становится похожа. Ну ладно, перейдем на второй аккаунт, сейчас посмотрим, что там у нас будет. Перешел я на свой второй аккаунт, тут у меня рашер, он сильно внизу на карте, там где-то ниже 16 ратуши, ну неважно, я себе сразу кину метку на 3-й номер, его заберу, потому что очень быстро разметают базы и... ого, что-то непривычное. Очень быстро разметают базы, можно не успеть даже напасть, поэтому надо по-быстрому. Так, что по расстановке? Я, кстати, вижу, что в центре, ну, почти на одной линии, вот где центр находится, вот точечка, находится монолит и башня возмездия. Теперь придумать, с какой стороны стрелу запулить. Ну, через лагерь. Ну, как бы на уровне центра находится, потому что с верхней стороны скважина, но она там чуть выше, да, будет неудобно кидать. Через лагерь, я думаю, будет нормально кидать. Королеву где-то по центру лагеря так прицелимся и посмотрим. По идее должна полететь. Единственный минус, что лагерь, сколько там клеток у него? 4. Поэтому сложно прицелиться в серединку. 3 клетки удобно, в центральную клетку кидаешь. 4 как-то не очень. Ну, посмотрим. По миксу, смотрите, у меня метатель, я этим миксом просто фармлю в глобе. У меня герой тут не докачанный. Ну, то ладно. Этим миксом фармлю в глобе, я думаю, что он отлично сюда и зайдет. Что буду делать? Домики строителя. Че, вообще ничего не достают? Серьезно? Вообще огонь. Короче, на монолит с башней возмездия сразу по одной тряске, плюс по 2. Плюс, чтобы эти тряски задели арбалеты с башнями лучниц. И тогда уже дюк сверху вниз вот так полетит, и королева снизу наверх стрельнет. Посмотрим, как пойдет дальше. Метатели в правую сторону с хилками. Да и все. И посмотрим, как мы заберем эту базу, если заберем вообще. Не факт, иногда можно не забрать на самом-то деле. Ой, не глянул, что по осадкам. Ладно. Ладно, с теми осадками, фиг с ними. Давайте, наверное... давайте сразу тряски. Понадеемся, что я не промажу ни королевой, ни этим... Ни как его... Ни дюком. Ай, королевой промазал. Дюком... Дюком промазал. Огонь. Вообще ничем не попал. Чисто куча банок в никуда, знаете. У меня тут нету. Бревно кину, кстати. У меня есть бревно. Так, хилочки забыл за них.
Давайте еще короля. Наверное, дюку кинем этого хила одного. И бревном будем забирать, как его, монолит. Потому что монолит сейчас кого-то там раздамажит. Ему как за нефиг делать. Так, дюк. Монолит почти мертвый. Там немного осталось, одна тычка бревна ему. Все, монолита нет. Хорошо. Что там вообще с клановой... Я не обратил внимания, что там с клановой крепости. Вообще кто-то выходил, не выходил. Возле ратуши пока дамажим. Дед у меня без умений. Что-то как-то не очень. Да, и бомберы у меня не нужны. Короче, как-то я накосячил с дюком, с королевой. О, король. Есть у меня короля. Есть еще банка. И давайте... Что там с башней возмездия-то? Непонятно. Короче, здесь, мне кажется, я сейчас зафигачу атаку. Хотя есть еще ресалки, есть минута времени. Времени, кстати, много. Давайте дюка реснем. Так. Есть еще ресалка на дюка, если надо будет. Ну, очень тяжело заходит у меня эта атака, к сожалению. Я что-то не так это немного представлял. Но видите, как поторопился с этим, с дюком. Я криво кинул. Я его кинул, он полетел. Он, конечно, через центр полетел, но не по той линии, по которой нужно было. Поэтому, тем не менее, треха с учетом выкинутых двух заклинаний, да, четырех заклинаний, 4 землетрясения и кривого дюка. Давайте посмотрю, как я дюка кину, что он через центр не полетел. Есть еще бить вообще. Давайте 6 номера заберу, потому что... Посмотрим повтор. Повтор. Так, где я должен был дюка кинуть? Где-то возле башни колдуна. Да, где-то с верхней стороны башни колдуна. Вопрос, где я его кинул. С королевой непонятки были сразу, потому что там 4 клетки в лагере, там тяжело попасть с королевой. Видите как, дюк, да, дюка я кинул криво. Ну, хоть бы монолит мог забрать. Ну ладно, как получилось, все равно забрал базу, но как-то неаккуратно. Знаете, чем проще становится игра, тем меньше мы начинаем думать, и тем хуже начинает получаться. Так, что здесь? Ну, я прям тоже, опять же, смотрю и вижу на одной линии башни возмездия, клановой крепости, монолит. Что за базы ребята строят? Вообще непонятно. Тут проще, кстати, королеву кинуть через башню лучниц. Да, мы реально так и сделаем. Королеву через башню лучниц. Так, 2 раза кину, тыкнем монолит, его с левой стороны не лечат. И домики строителя, вот двумя трясками, и клановая крепость. И еще 2, вон туда ближе к королеве. Заденем мне арбалет, наверное, рикошетную пушку, ну, как-то так. А дальше, дальше мой дюк полетит слева наверх, а королева сверху вниз. Как-то так. Так, ходил клановую крепость, закинул, это вот чуть без нее, чуть без крепа в атаку не пошел. Пошли, 6 номер. Давайте. Тут, кстати, осадки нет. Но это уже чисто по фану, знаете, больше, чем атака. Я, кстати, даже не подумал, куда я буду высаживать метатель, или вообще об этом даже уже даже не думаю. Арбалеты на наземном режиме все стоят. Тоже на это сразу не посмотрел. Хорошо бы сюда драконами напасть, но тут, знаете, как... Что будет, то будет. Так, давайте так. Тряски. Раз, два. Раз, два. Дюк. Прожимаю дюка. И прожимаю королеву. Что забрал? А как я не добил конную крепость? Не понял. Ну ладно, фиг с ней. Так, дюк кверху. Давайте тогда метатели к низу. У меня есть ледышка еще. Давайте ледышку вниз закину. И вот эту осадку. Я постоянно в глобе беру именно этот... Как я, войскомет я в глобе постоянно беру. Ледышку сверху кидал, что-то не докинулась. А ледышка сверху. Ладно, хил, как его забыл. Друид к дюку. Армия снизу. Как бы... Сейчас посмотрим, что будет. Печка у меня еще есть. Печка. Здрасте. Так. Ну, тут, блин, даже стыдно нападать. Знаете, такая реальность, такая расстановка, что атаку стыдно делать.
А, Что вообще по королеве? Давайте королеву немного спасем. Арбалетом сверху помер. Короля можно прожать. Можно закинуть даже тотем. На королеву тотем. И я вообще не понимаю, что тут делать. Знаете, КВшка уже перестала быть КВшкой. Тут скоро клэш перестанет быть клэшем, потому что, ну, это не дело на самом-то деле. Где у нас сейчас есть адекватный баланс? Наверное, в Легенде. И на Лиге будет, скорее всего, что в Титане, где там будут моды на Лиге, во втором Титане, там, наверное, еще будет баланс более-менее адекватный. Ну, хотя бы можно будет подумать над базами. И все. Но до Титана еще надо добраться, на самом-то деле, в Лиге, потому что не так-то и просто это сделать. Но мне больше всего, наверное, привлекает игра с модами именно там, где можно подумать, потому что в Леге, конечно, хорошо, моды есть, но я не могу в Леге открыть расстановку заранее, подумать над базой, потому что все-таки стратегия Clash of Clans, не просто там готовая армия, дешево так, вот фигня все это. Вот, я не могу открыть в Леге базу заранее, подумать над расстановкой, навариться под расстановку, как мы это делали когда-то, сделать какую-то красивую атаку, а вот возможно, я надеюсь, что мы поднимемся все-таки по Лиге в Титан, и там, если будут, надеюсь, там будет сложно играть на самом-то деле, и придется думать над расстановками, и тогда, может, будет какой-то интерес, потому что сейчас, ну, все это шляпа, потому что, видите, люди чем в ГОП ходят, тем ходят и на КВ, и можно даже базу не открывать заранее. Клановую крепость скинул, пошел на КВ, забрал треху, и все, и на этом КВ просто превратилось в фарм. И я не представляю, как люди тут играю, да, что там у нас? 47 ход КВшки, да, но мы тут не играли 2 года в рок двухлетней давности, трехлетней почти. Вот, сопы, если они постоянно играют, у них ворот тут должен быть зеленый с коричневым. Но нет, нереально, как они сливают. Не знаю, ладно, такие тоже могут сливать. Прошло сколько? Час еще не прошел, да, уже ребята по второму разу бьют топов, а что делать-то, да, вот КВшка уже почти закрыта. Интереса вообще ноль, это чисто фарм. Дальше планирую подниматься по кубкам, точнее отыгрывать кубки. Вот хочу отыграть. Дальше хочу отыграть третью легенду, попробовать подняться в вторую, надеюсь, у меня получится. Зарегался, турнир вот через 5 часов начнется, и начну снимать легенду. Буду подниматься с третьей во вторую. В легенде немного сложнее играть, потому что здесь есть модификаторы. Что у нас по модам? Деф наносит на 10% больше урона. Это хорошо. Здоровье и урон героев на дефе плюс 10%. Стража плюс 5%. И атакующих, здоровье и урон атакующих героев уменьшен на 5. Как бы это уже поинтереснее будет. Здесь и база уже будет держать какие-то дефы, не все 100%, но какие-то точно будет. Это уже не как КВшки, будет любой рак с первой попытки закрывать. Дальше, конечно, уже поинтереснее. Вторая легенда вообще огонь. Это что-то, вот, я думаю, уровень второй легенды это то, что должно быть у нас на КВ, вообще было бы суперски, потому что это было бы интересно. Вот, первая легенда, ну, можно даже первую легенду на КВ, но, блин, обычный режим на КВ вот с его сложностью, нет, не хватает КВшки с модами, это было бы бомба. На этом заканчиваем ролик. Спасибо за просмотр, жду вас на следующих роликах по легенде. Всем пока.